Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. В первую очередь я хочу вам сказать, что мой канал продолжит свою работу в любом случае, даже если YouTube в России заблокирует. В этом случае вы можете скачать себе VPN и продолжить смотреть мои видео. Также все свои видео я дублирую на Яндекс.Дзен. Подпишитесь на мой канал там, ссылочку на него вы найдете в описании под этим видео. Или наберите «Семейный Handmade» в поиске Яндекса. Ну а теперь перейдем к теме сегодняшнего видео. Сегодня я хочу показать вам, как можно сделать очень вместительную и красивую корзину из обычной картонной коробки и бельевой веревки. Ну что, приступим к работе. В первую очередь нам понадобится любая картонная коробка. У моей размеры ширина 37 см, глубина 30 см. Естественно, вы можете взять коробку любого другого размера. У меня коробка была не очень прочной, поэтому сначала я решила ее укрепить, проклеив дно и добавив картонных вставок в боковины и на дно коробки. Если ваша коробка достаточно прочная, то этот шаг можно пропустить. Теперь из картона нарезаем полоски шириной 3 см и высотой на пол сантиметра больше высоты вашей коробки. На всю коробку мне понадобилось 33 полоски. Эти полоски я буду обматывать бельевой веревкой. Бельевую веревку, а точнее полипропиленовый вязаный шнур, я купила в фикс-прайсе, но его белый цвет мне совершенно не нравился, поэтому я решила его перекрасить. Наливаем в емкость горячую воду. Завариваем несколько пакетиков чая. И опускаем в воду веревку. Важно, чтобы веревка находилась под водой полностью, так она прокрасится равномерно. При необходимости доливаем воду, а для интенсивности цвета добавляем чайных пакетиков. И оставляем веревку окрашиваться на пару-тройку часов, а можно даже оставить и на ночь. Теперь вынимаем веревку, отжимаем. И обязательно хорошо промываем ее под проточной водой. Если вы этого не сделаете, то цвет веревки получится неравномерный. В каких-то местах она будет темнее, а в каких-то светлее. И оставляем веревку на просушку. Сохнет она, кстати, достаточно быстро. Так можно покрасить абсолютно любой шнур или ткань. Но имейте в виду, что если ваш шнур или ткань будут не синтетические, а из натуральных материалов, то цвет получится ярче и насыщеннее. Возвращаемся к нашей будущей корзинке. Берем картонные полоски и обматываем их веревкой, не забывая фиксировать эту самую веревку термопистолетом в начале, в конце и в некоторых местах по центру. Можно задекорировать корзину только обмотанными полосочками, но я решила работу немного усложнить. Все в том же фикс-прайсе я купила вот такие палочки-опоры для растений. Обрезаю их до нужной длины, то есть они должны быть такой же длины, как и полосочки. И обматываю их белым шнуром. Шнур я также фиксирую термопистолетом.
В общей сложности мне понадобилось 34 палочки. Теперь вернемся к коробке и займемся ее внутренней частью. Для этого я взяла кусок мешковины длиной равной сумме длин 4 стенок коробки плюс примерно 3 см, а высотой равной высоте коробки плюс примерно те же самые 3 см. С помощью термопистолета приклеиваю полоску мешковины по внешней стороне коробки, отступив от верхнего края примерно 1,5 см. Так как термоклей может просочиться сквозь ткань, оставив некрасивые пятна, проклеивайте ткань только в тех местах, которые в дальнейшем будут задекорированы. Расправляем ткань внутри коробки и приклеиваем ее нижний край к донышку. Чтобы ткань легла ровнее и выглядела аккуратнее, берем утюг и хорошо ее проглаживаем. Теперь займемся донышком. Вырезаем из картона прямоугольник по размеру дна коробки. А лучше даже вырезать не один прямоугольник, а 2 или 3 и склеить их между собой. Так донышко получится еще крепче. Берем кусок ткани по размеру немного больше картонного прямоугольника и приклеиваем ее с изнаночной стороны. Сначала приклеиваем ткань по длине, а только после этого проклеиваем углы. Весь клей наносим только с задней, изнаночной стороны, чтобы лицевая сторона получилась красивой и аккуратной. Снова берем утюг и хорошо проглаживаем лицевую сторону донышка. Вкладываем или вклеиваем донышко в коробку. Все, внутренняя часть корзинки готова. Можно переходить к внешнему оформлению. Пожалуй, это самый простой и быстрый этап работы. Берем наши обмотанные шнуром полосочки и палочки и приклеиваем их на внешнюю сторону коробки. Полосочки и палочки чередуем друг с другом. Если у вас коробка идеально ровная, то скорее всего ни с какими неожиданностями вы не столкнетесь. Моя же коробка, как выяснилось, все-таки была не идеально ровной. Поэтому с боков мне пришлось добавить в конце еще по одной незапланированной палочке, а на задней стороне понадобилась лишняя полосочка вместо палочки. Но это все мелочи, которые не сильно бросаются в глаза. Главное, постарайтесь сделать идеальной именно лицевую сторону корзинки. Поэтому начинайте работу именно с нее. Так все недочеты у вас окажутся с боков или на задней стенке.
Я буду делать корзину с крышкой, поэтому прежде чем приклеивать полосочки и палочки на заднюю сторону коробки, вырезаю 4 фетровые полоски и сначала приклеиваю их. Это будет крепление для крышки. После этого уже можно доприклеивать полосочки и палочки. Теперь займемся нижней частью корзинки. Вырезаем из картона прямоугольник по размеру дна. Обтягиваем его тканью, точно так же, как ранее делали донышко для внутренней части корзинки, и приклеиваем его. Из полипропиленового шнура я сплела несколько косичек в 6 нитей и одну косичку в 3 нити. Чтобы косички получились ровные и аккуратные, следите за тем, чтобы нити не перекручивались друг с другом. Толстой косичкой с помощью термопистолета декорируем торцы полосочек и палочек с нижней и верхней стороны корзинки. С нижней стороны корзинки я начала приклеивать косичку с угла, но, как выяснилось позже, лучше все-таки начинать с задней стороны, отступив от края 1,5-2 см. Так стык получится почти незаметно. Теперь займемся крышкой. Вырезаем из картона прямоугольник, такой же, как мы вырезали до этого для донышка коробки. Лучше так же, как и с донышком, вырезать 2 или даже 3 прямоугольника и склеить их вместе. Так крышка получится крепче. И с той стороны, которая будет внутренней частью крышки, обтягиваем картонный прямоугольник тканью. Так же, как и до этого мы делали с прямоугольником для дна корзинки. Вы, наверное, обратили внимание, что все картонные прямоугольники я оклеила по торцу малярным скотчем. Это делать не обязательно, но с ним детали получаются аккуратнее. Берем нашу крышку, располагаем ее на корзину так, чтобы обтянутая тканью сторона оказалась внизу, и приклеиваем фетровые полоски к верхней части крышки. На внутренней стороне коробки у меня получился не очень красивый стык между толстой косичкой и тканевыми стенками. Поэтому туда я вклеила тонкую косичку, сплетенную в 3 нити, о которой говорила ранее.
Нам осталось задекорировать верхнюю часть крышки. Ее мы будем оформлять в том же стиле, что и всю корзинку. Вырезаем из картона полоски шириной 3 см, а длиной равной длине крышки. У меня это 30 см. Мне их понадобилось 9 штук. Также нарезаем палочки длиной тоже по 30 см. Их мне понадобилось 10 штук. И обматываем полоски полипропиленовым шнуром, а палочки белой веревкой. С помощью термопистолета оклеиваем крышку корзинки полосочками и палочками, чередуя их друг с другом. Так как я приклеила первую полосочку очень близко к левому краю, в итоге у меня с правого края осталась небольшая щель. Но я закрыла ее палочкой, оклеенной полипропиленовым шнуром, и этот недочет стал почти незаметен. Толстой косичкой декорируем торец крышки, фиксируя ее на термоклей. В общей сложности на всю корзинку у меня ушло 9 мотков полипропиленового шнура и 3 мотка белого шнура. Наша корзинка готова, и можно полюбоваться результатом. Мне кажется, она идеально впишется в любой интерьер. В ней можно хранить как рукодельные мелочи, так и одежду или детские игрушки. В общем, у нас получилась очень нужная, полезная и красивая деталь интерьера. Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился. И если это так, то лучшей благодарностью для меня станут ваши лайки и комментарии. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю нам всем мирного неба над головой. До скорой встречи. Пока-пока.